Древних римлян в массовой культуре нам показывают людьми жестокими и безнравственными. Но так ли это было на самом деле? Давайте попробуем разобраться с этим вопросом. Первое, что хочу отметить, в источниках не так много написано про отсутствие нравственности, про пиры, которые продолжались по много часов, где мужчины и женщины вели себя слишком непосредственно и свободно. Такое бывало, но делать из этого тенденцию... В основном мы сложили определенное мнение о Древнем Риме, насмотревшись фильмов, сериалов, начитавшись книг. Почему же пишут и показывают, что у жителей той страны с нравственностью было плохо? Это же интересно смотреть и читать. Долгое время работали над тем, чтобы стереотип стал по-настоящему популярным. Давайте честно, какую книгу интереснее читать, где люди скромные, честные и сдержанные, или ту, где описываются пикантные подробности? Скажу за себя, естественно, где много вольностей. Так устроены люди, желают знать о том, что обычно скрывается. Скандалы, интриги, расследования и горячие новости. Судя по историческим документам, в Риме больше все же было людей сдержанных, воспитанных, приличных. Но не обходилось без исключений. Сразу на ум приходит Калигула, и не только он, а еще и менее известный, но не менее странный император Гелиогабал. Ребята любили повеселиться, делали это постоянно. Гелиогабал жил с мужчиной, известный факт, о котором пишут древние историки. Вот у этих был полный набор. Тяга к роскоши, странные привычки, любовь к пиршествам, которые перетекали в оргии. Говоря о странностях, можно вспомнить, как Гелиогабал приказал собрать паутину по всему Риму, чтобы посмотреть, насколько велика его страна. Калигулу подозревают в сожительстве со своими сестрами, но никто ничего уже не докажет. А количество слухов все растет и растет. На мой взгляд, странные увлечения этих императоров были спроецированы на жизнь всех римлян. Это, естественно, неправильный подход. Нужно учесть еще и то, что Калигула и Гелиогабал правили не так много. Их свергли. Люди не хотели терпеть того, что происходит. Это доказывает, что в Риме был абсолютно нормальный народ, который странностей этих своих императоров не разделял. Римская империя была одной из самых могущественных держав в истории. И я не могу сопоставить две вещи – распутство и победы. Речь как о вещах военных, так и о политических. Хотя, конечно, все очень взаимосвязано. Если бы римляне занимались только тем, что гуляли и веселились, они бы не смогли достигнуть таких успехов. В крайнем случае, я могу согласиться с мнением о том, что эти люди имели талант. Они знали, когда можно расслабиться, а когда нужно собраться. Возможно, что так оно и было. Наверное, вы слышали об этом древнем принципе криминалистики, уголовного права. Если про человека или народ говорят что-то плохое, то нужно искать, кому это выгодно. Как я уже отмечал, сейчас выгодно представлять римлян не в самом лучшем свете режиссерам и писателям, чтобы заинтересовать толпу, чтобы в кино пришло как можно больше человек, чтобы книги покупали и так далее. Кому было выгодно ранее очернять римлян? Возможно, варварам, которые хотели захватить империю и уничтожить ее. Куда проще воевать с противником, если знаешь, что уровень нравственности у него низкий. Войны – это не всегда противостояние с оружием в руках. Давайте вспомним Великую Отечественную. Как у Гитлера, так и у Сталина пропаганда работала отлично. Методы были немного разные, но война шла в том числе и на информационных полях. Ничего удивительного. Во-вторых, Рим не нравился древним христианам. Те тоже могли распускать слухи о безнравственности в империи. Христианство держится на нормах морали, поэтому можно было играть на противопоставлении. Смотрите, у нас все чинно и благородно, есть аж 10 заповедей, а у вас пиры и оргии. Переходите на нашу сторону. Так что, думаю, слухи о том, что в Древнем Риме с нравственностью было все плохо, сильно преувеличены. Отдельные истории были, да, и видимо они настолько впечатляют, что сложился определенный стереотип. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал Загадки Истории и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.